Я собираюсь преобразить тебя и дать тебе новое начало. Скоро твои слезы перестанут быть символом твоей боли и станут первыми каплями дождя, благословения, избыток и чуда. Слушайте внимательно, потому что то, что вы сейчас услышите, это не совпадение. Это божественное откровение, одно словосвященное, что было написано в вашем местном назначении задолго до того, как вы поняли, что значит проиграть, упасть или почувствовать, что ваш фион отключался. Бывают моменты в жизни, когда кажется, что Бог молчит. Ты молился, ты просил, ты ждал, на чудо Он не приходит. Вы видели, как другие процветают, в то время как вы изо всех сил пытаетесь удержаться на плаву. Вы чувствовали, что небо Он закрылся, и что в сердце у нее больше нет сил верить еще раз. Но послушайте, каждое молчание Бога – это скрытое семя, и каждая твоя слеза была бессловесная молитва, которой вознесся прямо на небесный престол. Бог не забыл тебя. И сегодня, здесь, в этот священный момент, Он открывает дверь, которую никто не сможет закрыть. Вы должны остаться до конца этого сообщения, потому что то, что будет раскрыто позже, содержит зацепка, которая откроет ваш следующий чудо и секрет. В моих словах скрыта тайна, которая полностью изменит ваше представление о бедности, дефиците и страданиях. Эта тайна всегда была прямо перед вашими глазами, но только сегодня, в свете обещать от Бога, вы сможете это понять. Оглянитесь вокруг. Все, что причиняло вам боль, все, что ограничивало вас, было частью план больше. Враг хотел убедить вас, что вам конец, что благословение это не было предназначено тебе. Но я не знал, что, пока ты плакала, Бог и писал самую сильную главу твоей трансформации, и вот этот момент настал. Вы здесь не случайно. Это сообщение попало вам на глаза, потому что Создатель Йон решил поговорить с тобой напрямую. Это твое призвание, это твой знак. Ты почувствовал тяжесть на душе, усталость в духе и беспокойство в душе, и сердце это не дает вам спать по ночам. Но это не смятение, это Бог готовит почву для вашего урожая. Он говорит тебе: «Сын мой, дочь моя, встань, потому что твое время прибыл. Есть один наследование, жду тебя». Не человеческое наследие, а божественное наследие, вечный, обильный, полны богатства духовное и материальное. То, что проявится в вашей жизни, будет не просто изменением, а воскресением, бедность, которые связывали вас, долги, которые потопили вас, болезнь, которая украла ваш покой, все это будет частью свидетельства, которое вы покажете, когда обещает быть выполнено. Но прежде чем я открою секрет «закончено», мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Оставайтесь. Дослушайте до конца. Потому что если ты уйдешь сейчас, ты потеряешь слово, которое может тебя освободить. Ключ из вас места назначения. Бог вот-вот перевернет страницу. Цикл нужды, одиночества и бесконечной борьбы подходит к концу. Сегодня начинается Новый Завет, завет веры, из процветания, из урожая сверхъестественное. Ваше имя будут помнить не за ваше падение, а за забавные, которые подняли тебя. Неважно, насколько глубока тьма вокруг вас, в этот самый момент божественный свет он не сходит на тебя. И когда этот свет коснется тебя, дух, что-то внутри тебя начинает пробуждаться. Ты чувствуешь это, правда? Это теплое течение, это тихая дрожь в груди, это присутствие от Бога, подтверждающее, что это послание для тебя. И все же, самое важное еще не раскрыто. То, что произойдет дальше, точная причина, по которой все это с вами произошло, вот-вот все изменит. Но прежде чем я вам скажу, мне нужно, чтобы вы поверили. Закройте глаза, дышите и шепчите из глубины своего альма: «Я готов получить мое чудо». Потому что когда это слово слетает с твоих губ, небо это будет иметь успех в вашу пользу. И то, что казалось потерянным, станет твоим. Величайшее благословение. Более того, каждая ваша молитва будет услышана. Ты найдешь убежище во мне,
и моя любовь окутает тебя, словно теплое пальто посреди бури. Так долго ты искал ответы, ты смотрел на небеса и спрашивал: «Почему, Боже мой?» Почему я не вижу плодов моей фивы, почувствовали тяжесть бедность, тишина одиночества, рана предательства и томление ожидания? Но послушай, все это было не напрасно. Все, что ранило тебя, это почва, в которую я посажу твою следующую любовь к урожай. Все, что ты потерял, было всего лишь семенем, из которого вырастет твой избыток. Потому что, когда вы думали, что о вас забыли, я что-то готовил. Божественный секрет и священный то, что казалось концом, на самом деле было началом твоей трансформации. В каждой пролитой тобой слезе я оставил обещать спрятан. И это обещать сегодня он проснется. Загляни внутрь себя. Там есть часть тебя. Сердце, кто еще верит, кто еще надеется, кто еще шепчет мое имя в самые темные ночи. Это маленькая искорка фи достаточно, чтобы открыть и двери, принадлежащие чуду, потому что мне не нужны толпы, мне нужны готовые сердца. И ты, мой сын, моя дочь, был избран. Ты был избран, чтобы увидеть то, что другие только слышали. Он, Мирон, сказал тебе, что ты недостоин, что деньги зарабатываются силой, а не фино. Я вам говорю, истинное богатство это начинается, когда вы доверяете завет, что я запечатал с тобой. А вечный завет непоколебимый, не зависящий от обстоятельств, но от меня обещать, ибо когда ты поступаешь по моему слову, даже пустыня расцветает. Ты переживала дни, когда не знала, как жить дальше. Счета накапливались, мечты таяли, а страх начинал говорить громче надежды. Но ты была не одна. Каждую ночь, когда ты плакала, я была рядом, сидела рядом, ожидая идеального момента, чтобы показать тебе секреты. Этот момент настал. Послушайте внимательно то, что я вам сейчас скажу. Небеса, они открыто говорят о тебе. Один ливень благословения она не сходит, еще невидимая для телесных глаз, но уже ощутимая в духе. Ибо когда душа сдается, чудо это начинает обретать форму. И это не будет чудо маленький. Это будет трансформации, которые затронут все сферы вашей жизни, ваши финансы, вашу семью, ваше здоровье, ваши эмоции. Вы считали, что ваша боль – это проклятие, но на самом деле это был призыв пробудить ваше место назначения. Понесенные вами потери стали плодородной почвой, на которой зародится ваша новая жизнь, жизнь, потому что в Царство Божие ничто не пропадает даром. Каждая слеза имеет свою цель, каждая рана – послание, каждое молчание – ответ. И вот правда, которую враг пытался скрыть от вас: вы были рождены. Чтобы быть обильны, вы родились с наследования небесной. Ты был создан не для того, чтобы жить в страданиях, а для того, чтобы отражать богатство и глория от вашего Создателя. Когда вы это поймете, когда вы по-настоящему поверите в это, все изменится. Небо быстро начну вам отвечать. Потому что когда вы открываете свое сердце, может она течет без препятствий. И тогда дверь то, что казалось закрытым годами, открывается со вздохом. Долг списан. Болезнь отступает. Печаль превращается в эго, и ты, который раньше просил духовной милостыни, теперь становишься каналом благословения для других. Но прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы кое-что сделали. Если вы чувствуете, что это слово трогает вашу душу, если что-то внутри вас горит, когда вы слушаете, остановитесь на секунду и нравится к этому видео. Не для меня, а как акт, потому что, когда вы публично признаете то, что делает Бог, вы запечатываете начало своего чуда. Каждый щелчок, каждый жест, каждое утверждение – это семя, посаженные на святой земле. Бог не ищет ваших ресурсов, Он ищет вашей готовности. Потому что, когда вы отдаете свои силы, сердце Он дает тебе свои сокровища, и это сокровище не только духовное, оно проявится и в материальном мире. Ваша финансовая жизнь, ты здоровье, ваши отношения, ваши проекты, все, к чему вы прикасаетесь, начнет процветать, потому что вы будете соответствовать и обещать.
Вы чувствовали, как время уходит, и годы ваших усилий не принесли никакой награды. Но сегодня я говорю вам, никакие усилия не будут ниже меня. Завет напрасно. Я считал каждый день твоей верности, каждую безмолвную молитву, каждый раз, когда ты решал верить, не видя. И по этой причине урожай, что грядет, будет сверхъестественно, и это не придет через пот тела, но через услуга духа. Смотри, как тьма начинает рассеиваться. Почувствуй, как тяжесть на груди становится легче. Это не предложение, это я, присутствие, вхожу в вашу атмосферу. Я здесь дергаю за невидимые нити ваше место назначения. То, что казалось потерянным, вернется приумноженным. То, что было сломано, будет восстановлено в Глория, потому что, когда я восстанавливаю, я не возвращаю то же самое. Я возвращаю лучшее, большее, более обильное. Подумай об этом. Если я кормлю птиц небесных, как могу я не заботиться о тебе, мое возлюбленное творение? Если я одеваю полевые цветы в красоту, как могу я не одеть тебя? Жизнь с избыток, не бойся за завтрашний день, ибо завтрашний день уже принадлежит мне. Просто верь, и ты увидишь, как чудеса они начинают следовать за вами. И когда они придут, они придут, вспомните эти слова. Это Бог обещал мне это. Это было Еголюбов, кто меня поднял. Это был он, секрет, который изменил меня. Потому что то, что сегодня начинается как слово, завтра станет вашим свидетельством. И когда другие спросят вас, как вы это сделали, вы сможете с уверенностью сказать: «Это не я, это забавный Бога». Это был Егозавет, всобещать в чудо. Так что не сдавайся сейчас. Не гаси огонь, когда он вот-вот разгорится ярче всего. То, чего ты ждешь, уже близко, и если ты останешься со мной до конца, я открою тебе это секрет, который умножит ваше благословение. То, чем я поделюсь позже, покажет вам не только, как выбраться из дефицита, но и как оставаться в нем. Избыток, не упав снова. Оставайтесь здесь, соткрытое сердце, почувствуйте, как дух касается каждого уголка вашего существа. То, что вы переживаете, не совпадение, это божественный призыв, и что грядет, будет исполнением обещать, которое годами зрело в твоей душе. Оставайтесь до конца, потому что чудо то, о чем вы просили, ближе, чем вы думаете. Небо скоро откроется. И когда откроется, ничто уже не будет прежним. Мука. Ведь так долго твоя душа чувствовала себя именно так, не так ли? Ты пытался держаться, но бремя жизни стало невыносимым. Нелегко улыбаться, когда сердце безмолвно кровоточит. Нелегко доверять, когда все вокруг рушится. Но послушай внимательно, что я тебе скажу. Это не совпадение, то, что ты слушаешь это сегодня. Не случай привел тебя сюда. Это был я. Это был я, ты, Бог, который сдвинул каждую невидимую часть, каждую мысль, каждое решение, чтобы этот момент мог существовать. Иметь большие планы для тебя. Планы изобилия, из процветания, из здоровья, из мир планы, которые избавят вас от боли и приведут к вашему истинному «Я». Место назначения: ты не был рожден, чтобы жить в тени, ты не был рожден, чтобы барахтаться в нужде или просить ласки или одобрения. Ты был создан, чтобы царствование для владеть божественное наследие, ходить в обещатство я сам запечатал своим словом. Но прежде чем вы сможете получить, мне нужно задать вам вопрос, который проникнет в самые глубины вашего сердца. Сколько раз вы чувствовали себя никчемным? Сколько раз вы смотрели в зеркало и думали, что ваша жизнь не имеет смысла? Сколько раз вы молча говорили: «Боже, если ты действительно существуешь, покажи мне, что я не одинок»? Я слышал каждую из твоих молитв. Даже те, что ты произносил сквозь слезы, те, что ты произносил не словами, а болью сердца. Дух, каждый стон был молитва, каждая тишина была криком, достигавшим моего трона. И хотя ты можешь подумать, что я тебе не ответил,
ты ошибаешься. Я ответил тебе время, с цель, с преподавания, потому что есть чудеса, которые не доставляются немедленно, а формируются в огонь процесса. Посмотрите на меня. Ваша потеря не была совпадением. Ваша болезнь не была совпадением. Не было совпадением то, что любимый человек ушел, или что бизнес, о котором вы мечтали, рухнул. Все имело смысл. Это готовило вас к определенному уровню благословения, нечто могут вынести только сокрушенные сердцем. Потому что душа, которая не плакала, не может оценить забавный, и сердце-то, что не было ранено, не может содержать избыток. Спросите себя, сколько вы выдержали в тишине? Сколько ночей вы чувствовали, как ваша вера угасает? Сколько раз вам казалось, что ваши молитвы отскакивают от неба? Сколько раз вы чувствовали, что ваше место назначения проклят ли он? Но я вам скажу, ты не проклят, вы находитесь в божественной мастерской, где души очищаются, чтобы вынести тяжесть и вещать. Помните это, великие чудеса, они всегда рождаются в самые темные моменты. Аврааму пришлось ждать невозможного. Иосиф был продан в рабство, прежде чем стать правителем Египта. Давид был отвергнут, прежде чем был помазан на царство. И ты, мой возлюбленный, тоже находишься в этом моменте. Разрыв да возродится. Я тебя не наказываю. Я тебя подготавливаю. Я учу вас распознавать, ценить вечного над мимолетным, мажет, принадлежащий феострахе, тишина над шумом мира. Потому что то, что у меня есть для тебя, немало, и малое не может вместить то божественный. Позвольте мне спросить вас еще кое-что. Как долго вы будете продолжать сомневаться в моей любви? Как долго вы будете позволять голосу страха убеждать вас в том, что вы не сможете преуспеть? Как долго ты будешь нести вину, которую я уже простил? Ты говоришь, что веришь в меня, но веришь ли ты тому, что я говорю о тебе? Ты действительно думаешь, что ты сын обещания, что обитает внутри тебя семя из богатства, из здоровья, из вечная жизнь? Ты не был создан для выживания. Ты был создан для того, чтобы, прояви славу мою, но пока вы продолжаете верить, что бедность – ваша судьба, вы будете жить ниже того, что я вам приготовил. Вы приняли бедность как наследство, когда ваше истинное наследование – избыток. Ты принял боль как учителя, хотя твой настоящий учитель – и я. И знаешь ли ты, почему ты так страдал? Потому что ты пытался своими силами сделать то, что под силу только моей воли может выполнять. Вы пробовали открыть двери своими руками, на ключи, которые открывают их, находится во мне присутствии. Вы искали человеческие решения духовных проблем. Но это не вопрос логики, это вопрос фи. Это сообщение не случайно появилось сегодня на вашем пути. Вам нужно было это услышать. Потому что это тот день, когда ты, дух, пробудись и признай, у Бога все еще есть план для меня. Я хочу, чтобы ты подумал обо всем, что ты потерял. О деньгах, которые ушли, о разбитой дружбе, об остывшей любви, о пошатнувшемся здоровье. А теперь посмотри на это другими глазами. Это был не конец. Все это было процесс-сцена, которую пришлось закрыть, чтобы освободить место для чего-то нового. Новый. Потому что, когда я восстанавливаю тебя, я не просто возвращаю то, что ты потерял. Я даю тебе больше. Я даю тебе двойный, как Иов, который потерял все, но получил чудо невозможного. Как Хосе, который перешел из тюрьмы в дворец, как Моисей, которого отвергли люди, но избрал Бог. Небо. Вы тоже являетесь частью этой истории. Ты жизнь — это мой холст, и я рисую его красками, надеяться, принадлежащие извини, принадлежащие процветанию. То, что сейчас кажется хаосом, через несколько дней станет совершенным произведением искусства. То, что сейчас кажется руинами, завтра станет свидетельством чего-то большего. Глория.
Скажи мне вот что. Как долго ты еще будешь жить жизнью, которая не соответствует тому, что я для тебя задумал? Как долго вы позволите дефициту красть ваши мечты? Как долго вы будете принимать роль жертвы, если я назвал вам личность-убедитель? Доколе ты будешь ходить с опущенной головой, когда я сам увенчал тебя венцом, честь и услуга? Просыпайся, сын мой. Просыпайся, дочь моя. Потому что то, что внутри тебя, сильнее того, что причинило тебе боль. Я привел тебя сюда не для того, чтобы увидеть твое падение, а для того, чтобы помочь тебе встать перед теми, кто сомневался в тебе. Что сегодня болит, так это зацепка которой откроет ваш следующий дверь предательства, станет мостом к твоему повышению, потеря будет каналом вашего чуда. Это не было совпадением. И сейчас это не так. Каждый шаг, каждая слеза, каждое молчание были частью меня. План. И пусть ты сейчас не понимаешь, почему я позволил тебе столько пережить, ты скоро поймешь. Потому что то, что грядет, будет таким же большой загар сверхъестественное, загар непредвиденный, что твои слезы печали превратятся в слез благодарность. Ты место назначения — это не страдание. Ты место назначения является царствование. И благословение то, что я приготовил для вас, будет свидетельством моего вечный завет с тобой. Так что не выключайте свой фи сейчас. Потому что буря, с которой ты столкнулся, пришла не для того, чтобы уничтожить тебя, а чтобы раскрыть тебя. И когда эта буря пройдет, она пройдет, ты обнаружишь, что никогда не был одинок. Все это время я молча работал, подготавливая твою, чудоформируя ваше сердце и направляя вас к избыток, я всегда тебе обещал. В сторону процветания, то здоровье и мир, чего ты так жаждал. И я знаю. Жизнь была нелегкой. Возможно, сейчас путь кажется темным, полным препятствий, покрытым пеленой неизвестности, которая кажется бесконечной. Вам кажется, что вы идете, но без направления. Вы движетесь вперед, но без конечной точки. Вы верите, но у него больше нет сил. Позвольте мне сказать вам то, что понимают немногие. Тьма означает не отсутствие Бога, а скорее место, где находится Его присутствие, свет Он проявляется с большей силой. Он находится в середине туннеля, где божественное присутствие Он проявляется с большей интенсивностью. Потому что, когда все остальное терпит неудачу, когда богатство исчезает, когда дружба Он ломается, когда здоровье Он ослабевает, вот тогда ты можешь ясно услышать мой голос. Вы не одиноки. Это повторилось. Вы не одиноки. Я с тобой. Я был с тобой, даже когда ты не мог меня видеть, даже когда ты думал, что я тебя покинул. За каждым твоим шагом я наблюдал с нежностью, с целеустремленностью, с любовью. Я видел твои бессонные ночи, дни уныния, моменты, когда ты думал сдаться. И все же, вот ты здесь. Слушаешь. Дышишь. Ждешь. Это значит, что искра любви все еще горит в тебе, дочка. Надеется, и эта искра, если вы ее будете лелеять, станет пламенем, которое преобразит все ваше существо, жизнь. Возможно, вы думаете, что ваша история уже написана. Это неудача, ваш приговор. Что бедность — это твоя судьба. Но я открою тебе то, чего мир не расскажет. Твоя история все еще пишется моими руками. И каждая линия, которую я рисую на твоей судьбе, несет в себе чернила забавной, милосердие и избыток. Однако мне нужно, чтобы вы кое-что поняли. Ты трансформация без выбора, этого не произойдет. Есть элема, который живет в сердце каждого человека, следовать голосу страха или следовать голосу фи. Многие молятся, но немногие соблюдают. Многие говорят: «Боже, я хочу измениться», но мало кто готов отпустить то, что их связывает. И вот оно секрет, что мало кто знает. Каждое чудо это требует капитуляции.
Каждое благословение требуется доставка. Я хочу, чтобы вы заглянули внутрь себя. От чего вы до сих пор не избавились? Это обида, это вина. Этот страх – это мысль о дефиците, которая постоянно напоминает вам, что вы недостойны. Пока это живет в тебе, дверь, принадлежащая избытокон, останется закрытым. Но я говорю не для того, чтобы осудить вас. Я говорю, чтобы открыть вам глаза. Потому что я пришел не для того, чтобы указать вам на боль, а чтобы осветить путь к вашей свободе. То, что сегодня кажется туннелем, завтра станет мостом. И когда вы пересечете его, вы поймете, что не потеряли ничего своего. Вы оставили лишь то, что делало вас маленьким. Послушайте, в жизни каждой души наступает момент, когда она должна решить, продолжать ли верить голосу мира или прислушаться к голосу Бога, что зовет меня на более высокий уровень. Это та невидимая битва, которую ты сейчас ведешь. Враг, он хочет убедить тебя, что выхода нет. Что твое время прошло. Что уже слишком поздно. Но я говорю тебе, еще не слишком поздно, часы на небе не совпадают с часами на земле. Все, что ты потерял, все, о чем ты плакал, все, чего ты не понимал, у всего есть свое предназначение. Я готовил тебя к нему. Откровение это полностью изменит ваш курс. Потому что есть богатства, которые нельзя отдать рассеянным сердцам. Есть люди, освобождены от страданий лишь те, кто научился ждать. И ты, сын мой, дочь моя, вот-вот получишь то, о чем другие лишь мечтали. Но прежде чем это произойдет, вам нужно осознать духовную битву, с которым вы сталкиваетесь. Конфликт не где-то там, снаружи. Он не в обстоятельствах, не в людях и даже не в деньгах. Он внутри вас. В этой безмолвной войне между тем, как вы думаете и что все. Поэтому, когда вы чувствуете, что страх шепчет вам, что у вас ничего не получится, скажите ему властно: «Бог со мной. Я не один». Потому что, когда вы произносите эти слова, вы активируете силу небес, тьма отступает, стены начинают дрожать, и ключевища, которые вы не могли найти раньше, начинают вращаться. Я хочу открыть тебе то, что многие игнорируют. Враг не боится твоей силы, он боится твоей. Потому что это язык неба, чистота чуда, дверь благословения, и даже если в как бы мал он не был, если его держать, он размножится. Я знаю, что иногда ты сомневаешься. Знаю, что иногда ты не понимаешь. И это нормально. Я не прошу совершенства. Я просто прошу: присутствие, оставайся. Не уходи. Не беги от процесса. Потому что, пока ты остаешься, я работаю. Даже если ты ничего не видишь, даже если туннель остается темным, каждый твой шаг позволяет мне работать в тишине. Знаете ли вы, что происходит, когда душа решает остаться? Он небо наклоняется. Не ангелы, они двигаются. И свет он начинает просачиваться даже в самые темные места. Я хочу, чтобы вы поняли, то, что вы сейчас переживаете, это не наказание, это призвание. Я звоню тебе, выбирая жизнь ее подставки. Я призываю вас открыть глаза на духе, видеть дальше боли. Потому что то, что грядет, будет больше, а чтобы сохранить что-то великое, нужно быть твердым. Возможно, вы чувствуете, что больше не можете. Возможно, вы думаете, что уже все перепробовали. Но уверяю вас, все, что осталось, это отпустить контроль и позволить мне быть вашим проводником. Потому что, пока вы пытаетесь разобраться в этом своим умом, вы будете оставаться в плену тьмы. Но когда вы решите довериться, когда вы скажете: «Боже, возьми бразды правления в свои руки», вы увидите, как свет он начинает расстилаться перед вами. И вот самая важная вещь, которую я вам сегодня скажу, есть секретная дверь перед тобой. Дверь, которую многие не видят, потому что она скрыта за завесой страха.
Но ты, прошедший так далеко, скоро ее увидишь, и выдверь это вход в ваше новое место назначения, к вашему наследованию, к вашему урожаю, и чтобы пересечь его, нужно всего лишь одно – полагать. Потому что пока мир говорит вам «подождите, чтобы увидеть, чтобы поверить», я говорю вам «поверьте, чтобы увидеть». Тьма, которая вас окружает, это не конец, это идеальная сцена, где вы чудо это будет раскрыто. И когда свет появится, потому что это проявится, вы поймете, почему мне пришлось допустить туннель, тишину, испытание. Ты не одинок. Ты никогда таким не был. Я шел с тобой, даже когда твои ноги спотыкались. И сегодня я говорю вам, продолжайте двигаться вперед. Не оглядывайтесь назад. Не сомневайтесь. Не обещать тот, который я вам дал, еще не просрочен. Не избыток то, что я для тебя приготовил, ближе, чем ты себе представляешь. И когда он придет, когда духовное солнце освети свой путь, и ты узнаешь, что туннель никогда не был наказанием. Он был божественная школа, это была подготовка к вашему сердцу, могли бы выдержать вес Глория, это еще впереди. Потому что то, что ждет тебя после этой тьмы, является вечный свет, глубокий мир, здоровье, процветание, один жизнеотмечено мной присутствие. Я хочу, чтобы вы запомнили кое-что очень важное. Ты не одинок. Ты никогда не был одинок. Я с тобой, даже в самые темные моменты, даже когда ты думал, что все потеряно. Я был рядом, присматривал за тобой, Фе, среди слез, ты сердцесломленный, но все еще полный надежды, ты дух, мы выдерживаем бурю. И теперь я заявляю вам с божественной силой, то, что грядет, изменит все. Приготовьтесь. Потому что один неожиданное финансовое изобилие вот-вот коснется вашего дверь. Будьте готовы, потому что здоровье и восстановление они ближе, чем вы думаете. Приготовьтесь, ведь то, что когда-то угнетало вас, теперь станет вашим свидетельством. Что благословения они текут к вам, и то, что раньше вызывало у вас стресс, бедствие, это отсутствие мира, готов исчезнуть, как тьма перед рассветом. Я услышал ваши молитвы. Я видел ваши молчаливые усилия, дни вашей жертвенности, ваши ночи, когда вы говорили со мной из глубины своей души, кальма слабые, но все еще верующие. И вот небо он открывается в вашу пользу, ангелы они уже двигаются, ключи, что вам нужно начать вращаться, и двери, которые вы считали закрытыми, открываются одна за другой. Приготовьтесь, ведь грядет нечто серьезное, сверхъестественное. Он будет из тех, чудо который оставит безмольными тех, кто в тебе сомневался. Это будет благословение, которое докажет, что завет он все еще жив, что обещать он не истек, что в Ифе это была земля, где урожай. Посмотрите в будущее. Представьте себе тот день, ведь он скоро наступит, когда вы откроете свой банковский счет и увидите цифры, которых никогда раньше не видели. Это будет не просто платеж, это будет небесное. Обеспечение. Представьте себе тот момент, когда вы просыпаетесь утром и чувствуете, что ваше тело полностью годвый разум спокойствие, ты дух свет. Бремя, которое подавляло тебя, исчезнет. Страх растворится, мир займет его место. Почувствуй, как божественный свет она начинает окружать вас. Она проникает в ваш дом, в ваше окружение, в ваши мысли. Она заполняет пространство, где раньше царила только тревога. То, что когда-то заставляло вас плакать, вскоре станет причиной благодарности, потому что все, что враг использовал, чтобы уничтожить вас, теперь будет использовано как свидетельство моей воли к Глории. Я не обещал тебе жизнь без сражений, но я обещал тебе викторию во всех из них. Я обещал тебе избыток, процветание, здоровье и газои, это время настало. Цикл нехватки закончился. Время пустыни подходит к концу. Ветры перемен уже дуют, и вместе с ними приходит исполнение моей воли по слову о вас. Но мне нужно,
чтобы ты сделал кое-что сейчас. Я хочу, чтобы ты написал в комментарии своим собственным голосом и от своего сердца это заявление, Фи. Я получаю свое благословение. Я верю в свое чудо. Мое изобилие приходит сейчас. Сделайте это не как простой жест, а как духовное провозглашение, потому что каждое слово, которое ты говоришь, становится семьей, каждое семя прорастает под цветом моим обещать, когда вы напишете эти слова. Вы откроете двери, и с вас место назначения вы подтвердите духовной вселенной, что вы готовы принять то, что я приготовил для вас из вечности. Я хочу, чтобы вы визуализировали это вместе со мной. Закройте глаза на мгновение. Дышите. Почувствуйте спокойствие, которое вас окружает. А теперь представьте, яркий свет нисходит на тебя, наполняя твой разум, твои руки, твои мысли. Этот свет – ты после трансформации, этот свет – твой новая жизнь, свободная от бремени, свободная от страха, свободная от нужды. Вы ведь это видите, да? Это ты, живущий в избыток, ходить с целью дышать мир. Я говорю вам сегодня, готовьтесь принять деньги, чего вы ожидали, работа, чего вы жаждали, здоровье, что вам было нужно, любовь, чего желало твое сердце. Будьте готовы, потому что время сбора урожая началось. Ветры услуга, они дуют в вашу сторону, костяны те, кто вас сдерживал, падают. Он небо, это соответствует твоей судьбе, и ничто не может помешать тому, что я постановил относительно тебя. Жизнь. Он секрет, то, что я открыл в вашем духе, начнет проявляться в видимом. И когда это произойдет, вы поймете, что это не было удачей, это было богоисполнение Его завет с тобой. Все долги, которые вас мучили, начнут разрешаться. Любая закрытая дверь легко откроется. Все отношения, которые враг пытался разрушить, будут восстановлены. Забавной истиной. А ты, сердце, который так долго был наполнен страхом, теперь будет наполнен мир. Приготовьтесь, потому что свет он уже начал рассеивать тьму. Потому что ты урожай уже созрела. Потому что ангелы они уже держат ключи от вашего процветания. И потому что я, ты Боге, уже произнес над вами слово, которое не может быть отменено. Благословен будешь во всем, что не будешь делать. Все, к чему не прикоснешься, будет благополучно. Пришло время действовать, Фе. Напишите в комментариях, чего вы надеетесь увидеть. Пишите убедительно и убедительно, ведь ваши слова сеют семена в плодородную почву. Скажите духовному миру: это мое время изобилия. Это мой год восстановления. Это момент, когда все меняется. Когда ты это сделаешь, я увижу. И я начну дергать за невидимые ниточки, которые ускорят ваши чудеса. Потому что благословение он не доходит до тех, кто только слышит, но и до тех, кто объявить, и они верят. Так что пишите, делитесь, провозглашайте. Не молчите больше. Ты голос, у него есть сила. Ты фи, у него есть сила. Ты слова, это канал ми.обещать. Приготовьтесь к грядущим дням. Вы увидите знаки. Вы увидите перемены. Вы увидите, что там, где был долг, там и останется. Богатства, где была боль, там и будет выгазок, где была тьма, там будет и тьма к свет. И когда это произойдет, ты поймешь, что ты здесь не случайно. Это был мой план, совершенное существо осуществилось в тебе. Оставьте комментарий. Пишите от всего сердца. И пока вы это делаете, почувствуйте, как небо он открывается, как божественное присутствие снизойдет на вас, и как-то место назначения начинает согласовываться с вечное обещание, которое всегда принадлежало тебе. Его заменит что-то гораздо лучшее, что-то, что принесет свет к вашему жизни, что-то, что раскроет красоту того, что раньше казалось лишь тьмой. Ты путь сейчас все изменится так, как вы представить себе не могли. Это изменение не незначительное.
Оно не мгновенное. Оно не случайное. Это точное исполнение вечного обещания, запечатанный задолго до вашего рождения, написанный на невидимых страницах вашего места назначения. То, что грядет, принесет тебе счастье, цели и чувство полноты, чего вы никогда раньше не испытывали. Это сообщение пришло к вам не случайно. Это был не алгоритм, не удача, не совпадение. Это был божественное назначение, ясный, прямой, недвусмысленный сигнал «все будет хорошо». Я работаю в вашей жизни прямо сейчас, в этот самый момент. Я открываю пути там, где раньше вы видели только стены, я строю мосты, где когда-то были пропасти. Я поднимаю двери, где враг оставил только руины. Да, я повторяю, я работаю. Даже когда ты спишь, даже когда ты сомневаешься, даже когда ты думаешь, что ничего не движется. Потому что моя работа не прекращается. Мы благословение — это не отсрочка. Мы, может, у него нет границ. Вы пока не можете увидеть это своими глазами, но это уже проявляется в дух. Каждое слово, которое вы здесь услышали, пробуждает божественная частота вибраций и избыток которой начнут проявляться в вашем физическом окружении. Атмосфера вокруг вас меняется, когда вы слушаете. Воздух становится легче, вы сердце это успокаивает, ваш разум приходит в соответствие с присутствием Бога. Это не предложение, это не касаясь земли, это забавно освещая вашу историю. Я знаю, что долгое время вы чувствовали, что ваши шаги бесполезны, что вы ходите по кругу, что ваши усилия не приносят плодов. Но уверяю вас, каждый шаг все имело значение. Каждая молитва, каждая слеза, каждый миг ожидания. Все это было частью божественного путеводителя, ведущего тебя к этой точке. Ничего не потерялось. Ничего не было ошибкой. Это была всего лишь подготовка. Оглянитесь вокруг, время хаосета заканчивается. Там, где когда-то был беспорядок, теперь царит порядок. Где раньше был нехватка, теперь избыток начинает течь. Где когда-то была тишина, теперь звучит мой голос говоря: «Встань, потому что твое время прибыл». Это ясный знак, несомненно, что старый цикл закрылся и новый путь он открывается перед вами. И этот новый путь полон возможностей, богатства, здоровья и сверхъестественная милость. Он, страх который остановил вас, будет заменен непоколебимое доверие. Он, боль то, что тебя отметило, будет преобразовано в твое самое большое показание. И то, что заставило тебя плакать в темноте, станет причиной твоей улыбки при свете. Я с тобой. И я буду рядом с тобой на каждом шагу пути. Никакая ночь не сможет погасить то, что я зажег в тебе. Не будет никакой тени, которая могла бы остановить божественный свет, который направляет вас. Иди без страха, потому что я уже расчистил путь перед тобой. Пути, которые казались закрытыми, теперь легко открываются. Место, где вас раньше не ждали, теперь будут рады видеть. На двери этот человек отверг тебя, я открываю их своим 1000. Запомните это, все доказательства, ключ, через который вы прошли, был скрытым ключом. Каждое падение было толчком к подъему. Каждое «нет» было божественно замаскированной, ожидающей идеального момента. Я работаю. В отношениях восстановить то, что казалось сломанным. В ваших финансах, чтобы получить денежный поток, которого вы ждали. В тебе здоровье обновить то, что со временем испортилось. В своем сознании освободитесь от страха и беспокойства. Я превращаю твои руины в храм, я превращаю твои слезы в семена, я пишу твоими шрамами свидетельства славы. И когда вы начнете замечать первые признаки, а вы их обязательно увидите, не медлите. Не думайте, что это совпадение.
Это будет мой 1000 переезд. Это будет мой завет активирующий. Это неожиданная встреча. Этот звонок. Это электронное письмо. Это возможность, возникшая из ниоткуда. Все это будет свидетельством того, что я работаю. Это времевидимые чудеса, принадлежащие немедленные ответы, принадлежащие божественное ускорение. Потому что то, что казалось невозможным на протяжении многих лет, теперь произойдет за считанные дни. И то, что, казалось бы, никогда не изменится, будет меняться с каждым мгновением. Вы не можете себе представить масштаб того, что я готовлю. Твои мечты были ничтожны по сравнению с тем, что я для тебя запланировал. Потому что мой избыток он не знает границ, и мои услуги его не измеряют мировыми стандартами. Я покажу тебе, что значит жить подо мной. Охват, идя в мою цель, наслаждайтесь моим наследованием. Почувствуй, как пути они открываются. Препятствия, которые когда-то сдерживали вас, начинают рушиться, как стены под дуновением ветра. Задержки исчезают. Не те люди отходят в сторону. И союзники, которые будут продвигать вас вперед, появятся в вашей жизни с божественной точностью. Я прокладываю тебе дорогу местоназначение свет. И каждый шаг, который вы делаете на этой священной земле, активирует больше благословения, дальше забавной, дальше процветания. Вы не одиноки в этом путешествии. Я иду рядом с тобой, веду тебя, говорю с тобой, показываю тебе правильный путь, даже если вы этого не понимаете. В этом суть тур, момент, когда все начинают обретать смысл. То, что казалось непоследовательным, теперь выстраивается в ряд. Недостающие части вашей истории складываются в единое целое. Идеальная головоломка. И вы поймете, что это никогда не было наказанием на строительство. Это никогда не было отсутствием на преподавание. Это никогда не было потерей, но посев. Каждое слово, которое я говорю о тебе сегодня, открывает порталы. Порталы мудрость, из рост, из восстановления. Вас поднимают на уровень, где нехватка у него нет власти. Уровень, на котором ваш разум совпадает с королевское мышление, где деньги уже не проблема, а инструмент. Где здоровье она течет, как постоянная река. Где мир это становится вашим естественным состоянием. И это не будет временным. Он будет стабильным. Он будет непрерывным. Потому что на этот раз это не просто удача, а божественное преобразование. Слушайте внимательно, врата рая они открыты для вас. Я изливаю на вас дождь благосклонности, мудрость и забавный. Я трогаю твое имя, и это имя прозвучит там, где вы никогда не думали, что его услышат. Я направляю каждое решение, которое вы будете принимать с этого момента, чтобы вести вас прямо к исполнению ваших желаний. Место назначения. Вы задавались вопросом, стоили ли того ваши усилия? Да, они того стоили. Каждая слеза была семенем. Каждая отставка была жертвой. Каждое молчание было молитвой. И теперь наступает награда. Не только материальная, но и духовная. Не только финансовая, но и эмоциональная, семейная, целостная. Я отведу тебя в землю, где текут молоко и мед. На участок земли, где мир королева, где избыток он не заканчивается, там, где фиэта становится уверенностью. Это не отдаленное будущее, это присутствует на демонстрации. Это уже началось. Это происходит, пока вы говорите, пока вы думаете, пока вы верите. Я работаю. Я выравниваюсь. Я демонстрирую. Я выполняю свои обязательства. А вам просто нужно сохранять веру, соткрытое сердце и твой взгляд на меня. Это сообщение, этот голос,
это присутствие, они появились не случайно. Они прибыли как знак, подтверждение тюлень, что они участвуют в вашей истории. И когда вы вскоре оглянетесь назад, вы ясно увидите, что каждая секунда ожидания имела смысл. Что каждая рана была необходима для создания пространства для благословения. Поэтому смело двигайтесь вперед. Он путь ясно. Не двери они открыты. Не ангелы они находятся в движении. Ты чудо-он активирован. Потому что это было не случайно. Это было потому что цель. И эта цель, ваша цель, вот-вот расцветет на ваших глазах со всей силой вечная любовь Бога. Прямо сейчас я хочу, чтобы вы полностью осознавали, куда направляете свое внимание. То, что вы питаете своими мыслями, расширяется. Поэтому сосредоточьте свой взгляд на духовный рост, потому что вы собираетесь достичь уровня эволюции, что ты никогда не считал возможным. Это твой момент. Не бойся. Я повторяю тебе это с любовью и авторитетом. Не бойся, доверь свою жизнь мне. Доверь мне свое сердце, ко сердце, ты дух твоей мечты и твоей битвы во мне, и я уверяю тебя, что никогда я покину тебя. Мое желание – будьте здоровы с общей изобилием во всех сферах вашего существования. Финансовый, потому что дефицит – это не ваше наследство. Духовный, потому что вера будет вашим неисчерпаемым источником. Физически, потому что ваше тело будет восстановлено здоровье и энергия. Эмоциональный, потому что раны прошлого будут полностью залечены. Ты отдал так много. Ты боролся сильнее, чем другие могут себе представить. Ты пережил одинокие ночи, изнурительные дни, мысли, которые заставляли тебя сомневаться в своем предназначении. Но я хочу, чтобы ты услышал это с открытым сердцем. Этот трудный сезон подходит к концу. Буря утихает. Тяжесть спадает. Дверь, которую ты ждал, прямо перед тобой. Сейчас самое время начать. Посмотри на мои чудеса своими глазами. Не в мечтах, не в далеких обещаниях, а здесь, в твоей реальности. Невеликие дела, они уже в пути. Изменения, которые когда-то казались невозможными, уже начали обретать форму. И вы будете свидетелями согласия и всего, о чем вы когда-либо просили в молитве. Не бойтесь перемен. Не бойтесь роста. Не цепляйтесь за старое из страха потерять то, что знаете. Я веду вас к чему-то гораздо большему, лучше, много больше, много полнее. Это не время потерь, это время ренессанс. Каждая клетка твоего тела, каждая мысль в твоем разуме, каждое чувство в твоей душе настроено на божественное присутствие. Почувствуй мир, который пребывает. Почувствуйте свежий воздух, спокойствие, ясность. Внутренний шум отключается и заменяется на голос мягко, но твердо, говоря: «Доверься мне. Я с тобой. Это твой момент. Я направляю вас к изобильной жизни, что всегда было вашим правом. Не потому, что ты заслужил это своими действиями, а потому, что ты, сын, являются наследники извечное обещание. Вы являетесь частью завет нарушимая, скрепленная любовью. А теперь сделайте глубокий вдох и отпустите все, что связывает вас со вчерашним днем. Избавьтесь от чувства вины. Избавьтесь от страха. Оставь слова, сказанные о тебе другими и не исходившие от меня. Потому что ничего нового не может родиться, если вы продолжаете нести в себе старое. Это ваш момент, чтобы возродиться. Это ваш момент, чтобы претендовать на свое наследство. Это ваш момент сказать: «Боже, я принимаю свои чудо, я принимаю мой благословение, я принимаю мою трансформацию». И когда вы это говорите, почувствуйте, как небо он открывается над тобой. Почувствуйте, как поток божественный свет он нисходит, охватывая все ваше существо, очищая ваше прошлое и подготавливая ваше будущее. Почувствуйте,
как каждое слово, сказанное в этом сообщении, становится реальность внутри тебя. Потому что вы уже не просто слушаете ушами, вы слушаете дух. Не бойся, ибо ты ходишь не один. Я открываю пути перед вами. Я привожу в соответствие людей, возможности и обстоятельства. Я приношу обеспечение непредвиденной, здоровье глубокий, примирение, что раньше казалось невозможным. Я поднимаю твое имя там, где оно когда-то было отвергнуто. Я восстанавливаю ваше достоинство, ты доверять, ты цель. И я уверяю вас, когда вы скоро оглянетесь назад, вы поймете, что все это имело смысл. Каждое падение было ступенькой наверх. Каждая слеза – одно семя. Каждое молчание – отвечать, что вы все еще не поняли. И вот все сходится. Все озаряется. Все исполняется. Так что не останавливайтесь сейчас. Не выключайте свой фикак раз в тот момент, когда оно вот-вот зацветет. Будьте сильными, потому что знаки будут продолжать появляться. Вот увидишь чудеса в малом и большом, в повседневном и сверхъестественном. Ты почувствуешь мое присутствие в каждом шаге, в каждом решении, в каждом восходе солнца. И я хочу, чтобы ты сделал кое-что еще. Если эти слова тронули вас, Альма, если вы чувствуете, что это предназначено для вас, оставьте мне комментарий. Напишите своими словами: «Я получаю свои чуда, я верю в себя, боги – это мой новый сезон». Я заявлю об этом публично. Не из гордости, а потому, что акт веры. Потому что всякий раз, когда вы провозглашаете мое слово, вы даете ему силу проявиться. И если это сообщение нашло у вас отклик, понравилось видео и поделиться с тем, кто в этом нуждается. Вы даже не представляете, сколько душ можно затронуть, просто поделившись словом «благословение», потому что когда вы делитесь, благословение умножается каждый раз, когда ты делишься моим словом с другим сердцем, ты сеешь семена в королевство и пожинать плоды в своей жизни. Помните, духовный мир он движется посредством актов веры. И ваши жесты, ваши комментарии, ваши высказывания, ваше решение верить – это ключи, которые отпирают порталы изобилия. Не уходите, не сделав этого. Участвуйте, заявляйте, сейте семена своего будущего. Потому что этот канал не просто еще одно место в интернете, это алтарь, где мой голос она проявляется, чтобы преобразовать жизни. И прежде чем я попрощаюсь, я хочу сказать вам следующее: спасибо за веру. Спасибо, что дошли до конца, что слушали сердцем, что позволили себя направить. То, что вы получили сегодня, это не просто сообщение, это духовная активация. Дверь открылась, обещаться начинает происходить. Нетрудный сезон срок. Он духовная зима, это случилось. А теперь наступает весна, цветение, урожай, реституция. Все, что у вас украли, вернется приумноженным. Все, что погасло, снова засияет ярче. И когда я прощаюсь с вами на время, я хочу, чтобы эта фраза осталась в вашей душе. Это мой момент, и Бог действует во мне. Повторяйте это в течение дня. Запишите. Верьте в это. И каждый раз, когда вы это говорите, духовная вселенная это будет иметь успех в вашу пользу. Если вы еще этого не сделали, подписаться на этот канал. Присоединяйтесь к этому сообществу из свет, из благословения. Здесь мы продолжаем идти вместе, строить направление, просыпаясь чудеса и испытывая силу неба на земле. Поделитесь этим сообщением с тем, кому нужно это услышать. Бог не завершил свою работу. Потому что так же, как вас сегодня коснулось это слово, кто-то еще ждет, когда оно возродится. Помните, то, что вы отдаете, возвращается. И то, чем вы делитесь во имя божественная любовь, возвращает умноженное на избыток здоровье, мир и цель. Это ваш момент.
Это твое новое начало. И это чудо, который только что пробудился внутри вас. Мы встретимся снова в следующем сообщении, где продолжим углубляться в то, как сохранить и благословение живым, как заботиться об урожае, который сейчас начинает прорастать. Ибо то, что Бог начал в тебе, не остановится. Оно будет только расти, оно будет только цвести, оно будет только размножаться. До тех пор идите с надеяться и с абсолютной уверенностью, что Бог действует в каждой детали вашей жизни. А если сомневаетесь, помните, ты не один. Ты мой сын, моя дочь, мое обещание. И что я начал в тебе, то совершу до конца. Это ваш момент. И все небо праздновать вместе с